Вот такой аппетитный ужин я сегодня сделал. Картофельное пюре с брюквой, а также ленивый голубец или свиной фарш с капустой. И к этому на сладкое я сделал манную кашу, но в этом случае я добавил еще и масло. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня на ужин я решил сделать гарниру картофельное пюре с брюквой или редькой. Это обалденно вкусно. И к этому я решил протушить свиной фарш с капустой, наподобие такого, как ленивые голубцы. И на сладкое, в качестве сладкого я решил взять еще манную кашу. Так захотелось еще манной каши, так что все это я покажу, как я буду делать. Может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы посмотрите. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое или наподобие такого, почему бы и нет. А чтобы время терять, покажу, что и как я буду делать. Итак, все, что мне понадобится, у меня здесь на столе уже приготовлено. В то же время картошку с брюквой я уже почистил, вымыл, залил водой, сейчас поставим на плитку. В первую очередь я сейчас взял луковицу, сейчас я порежу и пережарю вместе с фаршем. Так, здесь моя любимая сковородка. Добавлю немножко сливочного масла и немножко растительное или постное масло. Чтобы сливочное масло не подгорало, всегда добавляйте растительное или постное масло. Включаю газ и дадим немножко растопиться. Я знаю, что, видимо, выйдет немножко с опозданием, но сегодня, например, опоздание будет пару недель этому видео. Но сегодня у нас 6 января, и первый раз за 2 года у нас пошел снег. Я живу сам на юго-востоке Англии, где-то 20-30 миль от французской границы. Самый узкий проход Ла-Манша. Так, теперь сюда добавляю фарш. И немножко этот кубик мы, брикетик, разломаем. Это блюдо очень популярное в Эстонии. Напоминает мне детство, когда я вырос в Эстонии. Часто такое можно было в столовых заказывать или дома делали мы. Добавляю лук. Перец, немного паприки и порошок чеснока. Слегка пережарим и тогда добавим сюда нашу капусту. Так, чуть-чуть добавлю соли. Но потом мы еще проверим на соль. Если надо, то мы еще соль добавим по вкусу. Пускай это потихонечку все жарится, а мы займемся капустой. Итак, здесь у меня капуста. Сейчас я вычищу, вымою и порежем. Так. Теперь посмотрим, что у нас там фарш делает. Еще пару минуточек, и там мы добавим сюда капусту. Так, теперь добавляем сюда капусту. Добавляю немного тмина. Добавляю чуть-чуть воды, чтобы тушение началось. Накрываю и пускай
потихонечку это теперь тушится. Так, из нарезок я сделаю еще кориандр. Это мы добавим в последнюю очередь к капусте. И у меня здесь немножко укропа осталось тоже. Это мы добавим в последнюю очередь. И на этом все нарезки у нас закончатся. А мы займемся приготовлением манной каши. Очень хорошо, вот так. Манной каши я взял кастрюльку, сюда залил немножко холодной воды и добавляем молоко, примерно 3/4. Ну, примерно так достаточно. Сюда добавляю теперь немного масла. И отправляем на плитку и будем время от времени повешены, чтобы ничего не подгорало. Тем временем я взял манку. Количество манки я взял по количеству молока там. Но все добавляю на глаз. Это мне достаточно. Сюда добавляю соль для баланса и сахар. Сахар добавляем по вкусу. Очень сладкий кашу, побольше сахара, не очень, поменьше. Я думаю, что это мне будет достаточно. И теперь, как у нас молоко закипит, мы отправим все в молоко. Так, тем временем мы посмотрим, что у нас тут творится. Очень хорошо. И пускай потихонечку тушится на маленьком огне, и время от времени будем помешивать. Итак, у нас молоко закипает, и мы теперь добавим сюда манку, помешивая потихонечку, чтобы никаких капков у нас не образовалось. И потихонечку теперь помешиваем. Оно закипит, и мы помешивать будем в течение 5 минут, и тогда у нас на этом каша будет готова. Так что, как закипит, 5 минут, и каша готова. Итак, как вы видите, каша у нас загустела, то, что и надо. Манная каша – это каша, которая делается сравнительно очень просто и очень легко, но в то же время это здоровое питание, и можно подавать или с вареньем, или с сахаром, или с маслом, или с киселем. В то же время мне напомнил случай, я когда-то лежал в свое время в Москве в больнице, 40-я клиническая больница, мне там операцию делали на легких. И помню, однажды пошел на завтрак там, а там подавали манную кашу. И там рядом за столом сидела одна женщина, и она эту кашу ела с сардинами в томатном соусе. Я, честно говоря, был шокирован. Но у каждого свои вкусы. Итак, я вам дал идею, может быть, вы тоже захотите сделать. Итак, эту кашу. Теперь кашу я выключаю. Каша у меня готова. И можно подать в охлажденном виде, как я вам сказал, масло, сахар, варенье или кисель. И запивать молочком или горячим шоколадом. Очень вкусно будет. Ох, какая прелесть. В то же время у меня брюква с картошкой потихонечку кипит. Я сюда ничего не добавлял, но это мы будем специи, приправы мы добавим, когда будем толочь. И в то же время капусту я принес на маленькую конфорку. Здесь она потихонечку тушится. Ох, какая прелесть. И пускай продолжает тушиться. Да, как мы картофельное пюре сделаем, тогда и выключим нашу капусту. Пускай потихонечку у нас продолжает тушиться. И так, конечно, когда мы выключим газ, то мы добавим сюда зелень. Итак, это картофельное пюре с брюквой делается легко. Делается тем же способом, как картофельное пюре. Я добавляю немножко перец молотый. Масло.
Я всегда добавляю холодные жирные сливки. И соль по вкусу. И все. Вот таким образом я делаю это пюре. Итак, пюрешка у нас готова. Значит, можно выключать теперь нашу капусту здесь. Перед тем, как выключать газ, я добавлю нашу зелень. Кориандр с укропом. Хорошо, сейчас перемешаем. Включаю газ. И через 10 минут можно садиться за ужин. Вот такой аппетитный ужин получился. Пюре, картошка с брюквой или с редькой. И тушеная капуста с свиным фаршем или ленивый голубец. И захотелось мне командную кашу, но в этом случае буду кушать вместе с маслом. Итак, я с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на ужин или на обед. В моем случае сделал пюре. Получилось обалденно вкусно. И также тушеная капуста со свиным фаршем. И я могу назвать как ленивый голубец. Получилось все обалденно вкусно. И, конечно, сладкое что-то мне такое захотелось. Манной каши давно не делал. И сегодня я сделал манную кашу и буду подавать, в моем случае, с маслом. А кто хочет, может просто, так как оно и есть, или еще сахара добавить, или еще сделать кисель к этому фруктовый, или просто варенье. А на этой аппетитной ноте хотел попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.